Российские фигуристки заняли весь пьедестал почета на международном турнире серии Challenger Финляндия Трофи. Камила Валиева выиграла турнир, обновив два мировых рекорда по произвольной программе 174,31 и итоговой сумме 249,24 балла. Елизавета Туктамышева стала серебряным призером 233,30, Алена Косторная бронзовым 218,83 балла. Камила Валиева в произвольной программе прыгнула 3 четверных прыжка сальхов и 2 тулупа в каскадах. Первый тулуп в каскаде с тройным тулупом, второй через ойлер с тройным сальховым. Все непрыжковые элементы были 4-го уровня сложности. Лишь тройной аксель у спортсменки получился с недокрутом, что привело к падению. Тем не менее дебютантка первого международного взрослого турнира продемонстрировала готовность и серьезный настрой бороться за самые высокие места на пьедестале. Комментарий Камилы Валиевой после победы. Камила, ты удовлетворена, что установила здесь 2 мировых рекорда? Мне есть куда расти. Какие вообще эмоции от проката? Если даже один прыжок не получился, я рада, что дальше собралась и прокатала, как тренировала. И в первый раз я сделала на соревнованиях четверной сальхов. Больше радостный этот момент, чем печальный. Чего сегодня не хватило на тройном акселе? Наверное, уверенности. Я так пошла в него, не агрессивно. Пока что была немного не уверена в акселе. К следующим соревнованиям постараюсь все собрать. Когда заходила на аксель, понимала, что он не получится. Я понимала, что захожу на него очень осторожно. И это уже звоночек. Новое платье. Это какая версия костюма к болеро? 3. Но думаю, что-нибудь тут тоже поменяют. Почему? Хотят сделать платье более интересным. Алена рассказывала, что клеит себе силикон, чтобы защититься от падений. А у тебя есть какие-то такие трюки? На соревнованиях нет. Я все-таки надеюсь, что проеду без падений. Если падаю и даже если это больно, то во время выступлений я этого не чувствую. И то ли на прокатах, то ли на первом своем этапе Кубка России в произвольной я вылетела не очень хорошо и упала на бедро. В тот момент я чувствовала себя нормально, у меня ничего не заболело. А через час после соревнований встаю и у меня там гематома. Мама здесь на соревнованиях смотрит твои выступления. Я ее заставляю смотреть. Остальные соревнования будут в пузыре, и туда я поеду без мамы. Она меня здесь оставляла одну, чтобы я привыкла к этому. Прическу, макияж делала здесь я сама. Сейчас вернешься в Москву, на чем сфокусируешься? Когда вернусь, продолжу тренировать свои программы, чтобы они были отточены на 100%. И буду настраиваться морально и психологически на следующий старт. Мне кажется, я пока чувствую давление даже не из-за того, что это олимпийский сезон, а потому, что это мой первый взрослый сезон. Комментарий Елизаветы Туктамышевой после соревнований. Лиза, ты сегодня зажгла. Как оцениваешь свое выступление, как себя чувствовала на льду? Сегодня я была более уверена, более привычная атмосфера, более спокойная, поэтому удалось неплохо откататься, не учитывая мой странный Ридбергер. Но в целом, я довольна этими соревнованиями и обеими программами. Публика очень поддерживала тебя. Это было очень круто. У меня даже появилось какое-то второе дыхание. Зрители с самого начала стали аплодировать, видимо, понравилась музыка. Приятно было здесь кататься. Ты сделала в произвольной 2 тройных акселя, но впереди была вся программа. Как собралась, какие были мысли? Мысли были такие, чтобы глупую ошибку не совершить, потому что 2 тройных акселя – это ключевая задача в произвольной, а дальше идет много наработанного, того, что уже было. Единственное, я за каскад двойной аксель ойлер тройной сальхов еще немножко переживала, потому что его прыгаю только 2-й сезон, раньше не исполняла. Но в целом, так как сегодня было вот это спокойствие, оно дало возможность мне показать без нервов хорошие уверенные прыжки. Сегодня было классно кататься. Можешь пояснить, как ты так прыгаешь тройной аксель, в чем секрет? Просто в детстве я очень любила прыгать и рано выучила аксель. Где-то сохранились те способности и желания,
плюс техника Алексея Николаевича, который изначально очень хорошо мне поставил двойной аксель. И он был высокий, пролетный, грех не делать тройной, как говорится. Тут нет секрета. Надо просто иметь немного потенциала к исполнению прыжков. Поэтому если есть потенциал к прыжкам, хорошая техника и смелость, потому что смелость у меня созрела в сознательном возрасте, что тоже немаловажно, то не надо бояться, надо делать. С акселем у меня получается, с четверными пока не очень, но я борюсь с этим. Ты сказала про компонентных спортсменов, но у тебя и компоненты выросли. В межсезонье я много работала над программами, много катала и хотела, чтобы все было идеально. Много дорожек делали, вращались, чтобы все было целостно. Для меня это была задача номер один после прошлого сезона. Прогрессировать именно с этой точки зрения. Каким будет следующий шаг, что еще хотела бы добавить? Пока не хочу ничего добавлять. Конечно, всегда хочется большего, но мне надо этот вариант стабильно накатывать, потому что он достаточно непростой, можно конкурировать с ним. Поэтому хочется стабильно выступать и все красиво делать, вращения, дорожки. Не допускать таких глупых ошибок, как сегодня на Ридбергере. Теперь Гран-при. Да. Гран-при в Канаде через 2 недели. Будем готовиться спокойно, не форсировать события. Алена Косторная начала прокат произвольной с тройного акселя, но прыжок не был докручен и получился с нечетким выездом, допустила помарку на следующем тройном лутсе. По итогам произвольной программы Алена показала 4-й результат 140,22, но по сумме 2 программ завоевала бронзу. Комментарий Алены Косторной после старта в СПА. Какие ощущения от проката? Я недовольна своим прокатом, потому что не получилось практически ничего. Да не то, что не все получилось, практически все элементы были очень сомнительны и как-то вот. Если вчера я получала удовольствие от проката, то сейчас я просто ехала, пытаясь собрать элементы, особо не показывая программу и не получая, собственно, никакого удовольствия. Но я все равно благодарна зрителям за то, что они поддерживали меня, и за это им большое спасибо. Что думаешь о своей произвольной программе? Хотелось бы с ней выступить достойно. И это Вивальди, там нет особо медленных частей, под которые можно было бы вальяжно покататься. Любая, даже медленная часть, она все равно получается быстрой, потому что это стилистика, музыка такая. В чем, по-твоему, причина твоей ошибки на тройном акселе? Недостаточно уверена в этом прыжке. Бывает так. Ты его тренируешь и все равно не получается. А бывает, что ты его особо и не тренируешь, и соответственно, он у тебя особо и не получается. Мистический прыжок. Такой же, как и все. На тренировках получается. С тем же успехом, что и на соревнованиях. Что дальше? Постараюсь на следующих соревнованиях откататься чище и получить удовольствие от катания. Сейчас я не очень счастлива, потому что не удалось все сделать. Спасибо всем за организацию этого турнира и поддержку.